Учебник медитации. Часть 1. Мотивация. Главное в практике медитации – это мотивация. Достоверное описание психотехники медитации самадхи шаматха вместе с остальными предписаниями при желании можно найти, пусть и не всегда сразу, среди множества книг по йоге и буддизму. Одно из таких описаний приведено в книге Самдхонга Ринпоче «Буддийская медитация», которую я перевел в июне 2003 года в ашраме Сати Саи Бабы в городе Путтапарти. Но у медитатора должна быть сильная внутренняя мотивация для продолжения практики медитации в условиях, когда как минимум первые полгода, скорее всего, не будет заметных результатов. Практики тибетского буддизма наподобие ладжонга, переработка и очищение мотивации и отношения человека к происходящему, или прочтение книги «Монологи Бханти Нарады» могут какое-то время направлять на продолжение практики, но этого точно не хватит при отсутствии серьезной личной мотивации. И даже несмотря на все страдания, причиняемые сансарой, люди крайне редко ищут тот настоящий, в контексте неизбежности реинкарнации, выход из нее, который нашел Будда. Что интересно, многие из изучающих в течение десятков лет йогу йогинов и индологов, а также не менее долго изучающих буддизм буддистов и буддологов, не обладают достаточной мотивацией для собственно практики учений Патанджали и Будды, даже если они ознакомились с восточной философией и различными, иногда противоречивыми, версиями практик восточных учений саморазвития. Более того, даже принять учение Патанджали или Будды в их классической йоговской или буддийской парадигме современные индологи и буддологи не осмеливаются, находясь под сильным давлением парадигмы мировой науки с ее текущими, и, кстати, постоянно меняющимися, научными представлениями о том, как устроен мир. Например, вопрос признания совершенных Буддой и другими святыми чудес важен хотя бы потому, что это дает возможность понять трансцендентный потенциал учения Будды. Ценны не сами чудеса, а тот факт, что практика учения Будды действительно дает возможность достижения сверхсознания и соответственно выхода за ограничения этого материального мира, и потому признание совершения чудес все-таки важно. В то же время с точки зрения ученых, индологов и буддологов, признание реальности реинкарнации и совершения чудес Будды или другими святыми йоги и буддизма является чем-то зазорным, так как автоматически делает их лжеучеными в глазах остальной ученой среды, и заодно объектами атаки какой-нибудь комиссии по борьбе с лженаукой. Такой вырванный из онтологического контекста однобокий подход ученых к изучению буддизма, когда одни его аспекты являются предметом споров и диссертаций, а другие боятся даже затрагивать, или же вообще пытаются опровергать, говорит о том, что научная буддология – это буквоедческая тень тени буддизма. В своем энциклопедическом словаре «Индотибетский буддизм» Валерий Павлович Андросов не побоялся написать следующее: «Все они, архаты, способны творить то, что мы зовем чудесами, и, по большому счету, Будда не только все знал, но и все умел». Эти фразы вызывают скорее насмешку и даже негодование у нынешних буддологов. Особенно забавна эта цитата. Буддолог Парибок, рассматривая в своей лекции первую главу коренных строф о срединности, Нагарджуны, не рекомендует использовать русскоязычный перевод Валерия Павловича Андросова при изучении данного текста, так как, по мнению Парибка, он не понял, а по переводу человека, который не понял, понять текст трудно. Проблема здесь в том, что если бы сам Парибок действительно понял Нагарджуну, то переключился бы со своих нынешних занятий на личную практику учения Нагарджуны, в частности и учения Будды, Дхармы, в целом. Потому что Нагарджуна пишет не о какой-нибудь энтомологии, с тех же энтомологов и спроса нет про отсутствие у них практики медитации, хотя они тоже в сансаре, а о самой что ни на есть глубинной сути человека и практической технологии эволюционной трансформации сознания. Дело в том, что буддолог, он еще и человек. Обычный сансарный человек, который подвержен страданиям, болезням, старению с его немощью, болезнями и дополнительными страданиями, а также и смерти с ее, согласно представлениям буддизма, неопределенностью перевоплощения.
Тем не менее, буддологи, на словах якобы понявшие учение Будды, на деле своим отсутствием практики шаматхи демонстрируют, что если они его и поняли, то скорее на всего лишь уровне вербальных ярлыков ума манаса, чтобы в беседе, или при написании очередной статьи, вовремя употреблять буддийские термины, правильно тасуя их в ответ на фразы собеседника или согласно тематике очередной статьи, при этом следуя в фарватере представлений авторитетных востоковедов прошлого со всеми их ошибками и заблуждениями относительно понимания сути шаматхи и других аспектов практики учения Будды, которые они сами не то что не реализовали, но даже толком и не практиковали. А судя по утверждениям Валерия Павловича Андросова, он-то как раз понял и Нагарджуну, и Будду. Хотя обширная научная деятельность все равно не дала ему возможности уйти в многолетний ретрит для практики учения Будды, чтобы трансформировать свое сознание согласно учению Будды. Только наличие личной практики медитации шаматха означает подлинное понимание учения Будды и дает шанс обрести новые когнитивные инструменты для реализации этого учения, достижения просветления. Каждый год множество новых выпускников буддийских монастырских университетов разных стран получают ученые степени, гише и так далее после как минимум 13-летнего теоретического обучения, но при этом они не стремятся к практике шаматхи, оставаясь из-за этого скорее буддологами, чем буддистами. Так что в вопросе практики учений Патанджали и Будды все решает мотивация, а не образование с одним только теоретическим изучением йоги и буддизма. В следующей части будет рассмотрена важность соблюдения расписания при практике медитации самадхи, шаматха.